Всем привет! Меня зовут Катя, и в этом видео я покажу, как вязала такую сумку. Сумка состоит из основных двух деталей. Это удлиненные полуовалы, которые соединены между собой рядами столбиков без накида. Сначала будем вязать две детали, которые у нас лежат в центре сумки, и затем приступим к вывязыванию боковин, и параллельному соединению этих частей. Затем будем вязать ручки. Приступаем к вязанию основных двух частей удлиненных полуовалов. Я уже одну деталь связала, и сейчас вместе свяжем вторую. Набираем 26 воздушных петель в цепочку. Последняя 26-я воздушная петля у нас будет выступать за столбик без накида. То есть мы вот так вот поднимаем, и у нас как будто вот из предпоследней воздушной петли выходит столбик. Вот так. Дальше вот сюда, то есть раз, два, три, в третью петлю от крючка провязываем столбик за верхнюю дужку петли. И всего у нас будет в цепочке на верхней части провязано 25 столбиков. То есть раз, два, три, 4, 5 и так далее до конца ряда. Двадцать четыре, и вот последняя петля 25. И смотрите, такой момент. У нас вот эта нижняя часть — это полукруг. Мы здесь используем схему круга, деленную на 2. То есть у нас в кольцевом амигуруме мы обычно провязываем 6 столбиков без накида для начала круга. Вот эту последнюю 25-ю воздушную петлю в цепочке мы будем принимать за кольцо, в которое провязываем основание круга, в нашем случае полукруга. 6 делим на 2, получается 3. То есть сюда мы должны провязать всего 3 столбика. Это будет начало нашего полукруга. Одну петлю мы уже провязали, провязываем еще 2, кончик ввязываем, провяжем вот сюда, в эту же точку, второй столбик, и третий будем вязать уже за вот эту нижнюю перемычку петли. Вот эту верхнюю часть столбиков мы вязали за верхнюю часть, сейчас будем вязать за нижнюю. Вот сюда заводим крючок, кончик прокладываем вдоль и ввязываем, и вяжем третий столбик. Все, сделали заворот, 3 столбика в одну петлю. Дальше мы просто вяжем столбики без накида. 24 всего должны провязать, потому что один он у нас уже как бы провязан, мы вот сюда, в эту петлю, мы ее уже задействовали и не считаем. То есть у нас из 25 воздушных петель остается уже 24 для обычных столбиков без накида. А вот эту 25-ю мы уже больше не считаем. Сюда мы уже набрали 3 столбика, и дальше будем расширять вот этот вот полукруг по правилу круга, точнее полукруга. Все, провязываем 24 столбика. Все, кончик больше не буду ввязывать, оставляю его сзади полотна,
Потом обрежу и с помощью зажигалки приклею к полотну. Так, 23. И 24. Вот сюда последнюю провязываю напротив первого столбика. Провязали первый ряд. Так, сейчас можно подрезать кончик и полить зажигалкой. Вяжем второй ряд, делаем воздушную петлю для подъема, переворачиваем полотно и провязываем 24 столбика без накида, и затем подойдем к закруглению, сделаем расширение. Во вторую петлю от крючка, вот сюда, первый, второй и так далее, 24 всего. Двадцать три, 24. Подходим к 3 столбикам, которые у нас выступают за основание полукруга, и сейчас расширяем полукруг. То есть в каждую петлю из этих 3 мы провяжем по 2 столбика. Делаем прибавку в каждую петлю предыдущего ряда и выходим на 6 столбиков в полукруге. Для удобства, чтобы не запутаться, вы можете пометить начало и конец полукруга. Вот я провязала прибавку, и первую верхнюю горизонтальную петлю я сейчас обозначу как начало нашего полукруга. Я использую обычные отрезки шнура для того, чтобы пометить. У вас это могут быть маркеры. Вставляю вот сюда ниточку и фиксирую ее. Одну прибавку сделала, последующие 2 петли делаю еще прибавки. Так, все, провязали. Второй ряд полукруга готов. Помечаю последнюю петлю. Всего у нас их получилось 6. И дальше остается провязать 24 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Двадцать два, 23. И вот здесь смотрите внимательно, не потеряйте последний столбик. Здесь у нас была воздушная петля, которая имитировала столбик. У нее верхней горизонтальной петли нет. Поэтому последний 24 столбик мы провяжем просто вот в центр столбика. Вот столбик. Вот он. И вот сюда в центр с изнаночной стороны его, да, вот перемычка, вот 2 ножки, и сюда в центр заведу крючок и провяжу столбик. 24 провязали. Готов второй ряд. С третьего ряда я больше не буду останавливаться на начале, да, у нас будет фиксировано всегда 24 столбика провязано до полукруга и после полукруга.
будем с вами подробнее провязывать полукруг, да, делать расширение равномерное. Поэтому я буду только обозначать, что мы начинаем ряд и подходим к полукругу. Делаем воздушную петлю для подъема, поворачиваемся, вяжем третий ряд, 24 столбика без накида до закругления. Провязала 24 столбика, подошла к полукругу. В третьем ряду мы прибавки чередуем через один столбик, то есть провязываем столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Всего у нас 3 прибавки должно быть в ряду, да? То есть мы расширяем полукруг на такое количество столбиков, сколько у нас было в начале. То есть у нас лежит в начале 3 столбика, соответственно, в каждом ряду мы добавляем по 3 столбика для плавного и красивого расширения полукруга. Так, вяжем столбик, следующую петлю 2 столбика, прибавка, 2, дальше столбик снова, следующую прибавка, 1, 2, остается вот 2 петли у нас, провязываем столбик и последнюю прибавку. Также в этом ряду отмечайте начало и конец полукруга и заканчиваем ряд 24 столбика без накида. Все, завершили третий ряд. Внизу у нас в полукруге лежит 9 столбиков, а сверху это фиксированное количество столбиков 24 с каждой стороны. И я сейчас еще вместе с вами отмечу начало круга. Если вдруг вы забыли поставить маркер в начале и в конце, я сейчас вам покажу, как визуально определить, куда ставить маркеры. Итак, вот смотрим последний ряд. Находим самую нижнюю прибавку, которая у нас вот идет по правому краю, допустим. Вот, это первая прибавка, которая была. Перед ней мы провязывали столбик. Ряд полукруга у нас начинался со столбика. Вот столбик, а вот его верхняя горизонтальная петля. Заводим сюда крючок, либо же прям за петлю цепляем маркер. У меня это просто нить, я вот так вот зафиксирую здесь, обозначу начало полукруга. Дальше идем. Так, вот первая прибавка, потом столбик, вторая прибавка, столбик и третья прибавка — это конец полукруга. Вот первый столбик в прибавке, вот второй и вот его верхняя горизонтальная, да, слегка правее. Сюда завожу крючок и ставлю маркер. Обозначили полукруг, начало и конец. Приступаем к вязанию четвертого ряда. В четвертом ряду у нас, как обычно в предыдущих рядах и во всех последующих, сверху до начала полукруга у нас будет 24 столбика провязано, и после полукруга тоже 24. Поэтому буду более подробно, еще подробнее останавливаться уже только на полукруге. В четвертом ряду мы чередуем прибавки через 2 столбика, и по полукругу получаем 12 столбиков. То есть мы расширяем на 3 столбика. В прошлом ряду у нас было 9 столбиков, плюс 3 столбика, в четвертом ряду получаем 12 столбиков. Во всех последующих рядах мы тоже будем расширять каждый ряд на плюс 3 столбика, на такое количество столбиков, сколько у нас лежит в основании полукруга. У нас было 3, значит, в каждом ряду мы делаем
на плюс 3 столбика больше, то есть 3 прибавки, да? И интервал между прибавками с каждым рядом у нас расширяется на 1 столбик. В 4 ряду мы чередуем прибавки через 2 столбика. И приступаем. В начале ряда, как обычно, воздушная петля. Переворачиваем полотно и вяжем 24 столбика до маркера. 24. Подходим к началу полукруга и провязываем 2 одиночных столбика, затем прибавку. 1, 2. Сразу здесь отмечу начало. Это будет вот эта петля. Вот первый столбик в полукруге, это его верхняя горизонтальная. Так, 2 одиночных, прибавка, 2 столбика в одну петлю. 2 одиночных, прибавка. 2 одиночных, и последняя петля, прибавка. Последнюю петлю отмечаем. Вот она. Можно ее отметить после того, как вы уже будете провязывать следующий столбик. Я сразу здесь помечу, чтобы вы визуально еще четче поняли, к какому столбику какая верхняя горизонтальная принадлежит. Так, все, закончили полукруг в 4 ряду, получили 12 столбиков по вот этой дуге. До конца ряда вяжем 24 столбика без накида. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Как обычно, делаем воздушную петлю для перехода и до маркера провязываем 24 столбика. 24. И подходим к началу полукруга. В 5-м ряду прибавки чередуем через 3 столбика и по кругу получаем 15 столбиков. Провязываем 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. Отметим первый столбик. Вот третий. 1, 2, 3. Вот сюда заводим крючок и ставим маркер. 3 одиночных столбика провязали. Делаем прибавку. Снова 3 столбика. Прибавка. Три столбика. И последняя петля в полукруге, прибавка. Отмечаем последнюю верхнюю горизонтальную петлю. Закончили вязание полукруга в 5-м ряду. У нас получилось 15 столбиков по кругу. Продолжаем ряд 24 столбика без накида до конца. Приступаем к 6-му ряду. Делаем воздушную петлю для подъема. Поворачиваем полотно. Как обычно, провязываем 24 столбика до маркера. Так, подходим к полукругу в 6-м ряду. В 6-м ряду мы должны в дуге получить 18 столбиков. Прибавки чередуем через 4 столбика. Но здесь уже с этого момента мы будем распределять прибавки таким образом, чтобы они не находились друг над другом, а были примерно между прибавками предыдущего ряда. Для этого мы сейчас сделаем смещение прибавки и начнем ряд с 3 столбиков и затем сделаем прибавку.
Если обратить внимание на обратную сторону, да, нашей детали, вот перевернуть, мы получим вот лицевую сторону столбиков, и здесь хорошо видно. Вот прибавка, и вот 3 одиночных столбика. И сейчас мы прибавку должны разместить посерединке между прибавками, то есть примерно вот здесь. Для этого провязываем 3 столбика, затем делаем прибавку. И потом по схеме 4 столбика и прибавка, да, то есть мы уже выйдем на то, что прибавки у нас будут размещаться между прибавками предыдущего ряда. Вяжем 3 столбика, прибавка. Дальше 4 столбика, прибавка. Снова 4 столбика, прибавка. И остается последняя петля. Сюда мы провязываем столбик и добиваем, да, вот это количество, которое нам не хватило в начале. Вначале мы провязали 3 столбика, и вот этот один столбик, который нужно еще довязать, мы определим вот сюда, самую последнюю петлю полукруга. Все, закончили вязание полукруга в 6-м ряду. По дуге у нас 18 столбиков. И сейчас я вернусь и обозначу начало полукруга. Так, прибавка, 1, 2, 3, вот сюда. Поставлю маркер, это начало полукруга. И конец. Все, продолжаем 6-й ряд, довязываем 24 столбика без накида до конца. Приступаем к вязанию 7-го ряда. Делаем воздушную петлю для перехода на следующий ряд, переворачиваем и до маркера вяжем 24 столбика. 24. Подходим к началу полукруга. В 7-м ряду мы чередуем прибавки через 5 столбиков и по дуге получаем 21 столбик без накида. В этом ряду мы также смещаем начало ряда для того, чтобы прибавку расположить между прибавками предыдущего ряда. И начнем ряд с 4 столбиков без накида. И сделаем прибавку. Отмечу начало ряда. Вот прибавка. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем 5 столбиков. Прибавка. 5 столбиков. Прибавка. И последняя петля. Последний недостающий столбик, да, у нас начинался ряд с 4, а в 7-м ряду у нас интервал между прибавками 5 столбиков, поэтому 4 и вот сюда плюс еще 1, получается всего 5 между прибавками. Все, обозначаем конец полукруга.
Нам еще это очень даже понадобится. Обязательно оставляем здесь маркеры. Все, провязали полукруг в 7 ряду. По дуге у нас 21 столбик. И заканчиваем ряд, провязываем 24 столбика без накида до конца. Закончили вязание 7 ряда. Это последний ряд нашей основной детали. Пожалуйста, по такой же схеме свяжите вторую. И сейчас мы с вами обрезаем кончик. Высвобождаем нить и прячем его на изнаночной стороне. Вот так выглядят столбики на лицевой стороне, вот так на изнаночной. Поэтому не спутайте. Вот лицевая сторона. Выводим на изнанку. И в произвольном порядке прячем между столбиками. Обрежем кончик и отвалим зажигалкой. Все, и самостоятельно, пожалуйста, свяжите вторую такую же деталь. После того, как вы свяжете вторую деталь, пожалуйста, обязательно отпарьте их. Поверх кладите какую-нибудь ткань или тонкое полотенце и смело проходитесь утюгом с применением пара. После каждого проглаживания вот так вот руками выравнивайте деталь для того, чтобы придать ей идеально ровный вид. И приступаем к самому интересному и долгому процессу. Это сшивание основных деталей. Да, мы помним, что это наши основные центральные детали с передней и задней стенки. И здесь мы сейчас будем вывязывать боковину, донышко, да, и в целом вообще формировать всю нашу сумку. Будем мы это делать таким постепенным сшиванием между собой вот этих основных частей. И давайте приступим. Я не буду много объяснять словами. Здесь нужно показать и внимательно смотреть. Начинаем мы, вот берем одну деталь, обязательно ее располагаем лицевой стороной к нам. Вот лицевая. Да, вот так выглядит изнаночная сторона, вот столбики. Вот лицевая. С левой стороны заводим крючок сверху вниз под самую крайнюю верхнюю горизонтальную петлю. Берем наш шнур. Здесь вы можете поменять, например, цвет, если пожелаете. Можете вязать уже другим цветом боковину. И набираем сюда 25 воздушных петель. Я сразу кончик от цепочки спрячу на изнаночной стороне, чтобы не разъезжалась тут и первая петля. Так, возвращаюсь к цепочке. 25 воздушных петель. Количество воздушных петель у нас задает ширину вот этой боковины. То есть чем больше у вас в цепочке воздушных петель, тем шире у вас будет боковина и вообще в целом размер сумки и донышка. 25 воздушных петель набрали. Берем нашу вторую деталь, находим здесь последнюю верхнюю горизонтальную, вот она, и завожу сюда крючок сверху вниз.
Вот так. Цепляю рабочую нить и провязываю так вот соединительный столбик. Дальше все вот так вот разворачиваю. Ниточку сюда. Вот у нас здесь 25 воздушных петель. Одной петелькой мы присоединились, ее мы считать не будем. То есть мы сейчас провязываем вот сюда, за верхнюю дужку горизонтальной петли, провязываем столбики без накида до конца цепочки. Всего их будет 24. Вот сюда. Двадцать 23 и 24. Так, все, закончили вязание первого ряда боковины. Здесь у нас рядов в боковине, ну вот прям в боковине, да, у нас вот эта нижняя часть, это будет считаться за донышко, а то, что выше полукруга, это боковина. То, что выше полукруга, помним, что у нас там 24 столбика без накида. Соответственно, здесь мы должны провязать 24 ряда в боковине. Первый ряд мы провязали. Присоединяем этот первый ряд в первую верхнюю горизонтальную, откуда у нас выходит цепочка воздушных петель. Вот сюда. Присоединяем с соединительным столбиком. Вот так. Закончили вязание первого ряда боковины. Переходим во вторую верхнюю горизонтальную. Заводим крючок, достаем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Переворачиваем полотно вот так. Полотно, деталь нашу. И сейчас будем вязать второй ряд. Во втором ряду и во всех последующих мы всегда будем пропускать 1, 2, да, вот эти 2 петельки, потому что вот эта петля, она присоединяет ряд, а вот эта петля, она поднимается на следующий ряд. Поэтому вот сюда, в третью петлю, мы начинаем провязывать второй ряд. 1, 2, вот сюда. 1, 2, 3 и так далее до конца ряда. Всего 24 столбика в ряду. Последний столбик. Провязали второй ряд. К левой части мы прикрепляем второй ряд, да, ниточку вот так вот уводим за деталь, заводим крючок во вторую верхнюю горизонтальную, потому что мы присоединяем второй ряд. Вот она. Собираем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Присоединили второй ряд. Переворачиваем снова полотно. Нить у нас идет вот сюда. И переходим на третий ряд. Заходим в следующую, третью верхнюю горизонтальную в основной детали. И провязываем соединительный столбик. Так, помним, что мы пропускаем 2 петли. Да, вот эта первая петля, это петля присоединения ряда, а вот эта верхняя петля, это петля подъема на следующий ряд.
1, 2 пропускаем и в третью начинаем вязать третий ряд. — 24 столбика. — 22, 23 и 24. Так, все, провязали третий ряд. К основной детали прикрепляем третий ряд в третью верхнюю горизонтальную, вот сюда. Да, вот отсюда у нас был подъем, сюда прикрепляем третий ряд. Поднимаемся на 4, переворачиваем полотно, раз, два, пропускаем и в третью петлю вяжем 4-й ряд, 24 столбика. Следите за тем, чтобы у вас не перекручивалось ничего здесь, чтобы все лежало ровно. 23 и 24. Нить уводим под основную деталь. Прикрепляем 4-й ряд к 4-й верхней горизонтальной петле. Вот она. Соединительный столбик. Переворачиваемся. Поднимаемся в следующую верхнюю горизонтальную, в 5-ю, для вязания 5-го ряда. Раз, два, пропускаем и в третью начинаем вязать 5-й ряд. — 22, 23 и 24. Прикрепляем 5-й ряд, 5-я верхняя горизонтальная, вот сюда. И поднимаемся на 6-й ряд, в 6-ю верхнюю горизонтальную в основной детали, соединительный столбик. Переворачиваемся. Раз, два, пропускаем и в третью вяжем 6-й ряд. И так вяжем до того момента, пока не присоединим 24-й ряд. 24-й ряд мы присоединим к левой части. И затем приступим к вывязыванию донышка. Оно у нас будет такое более объемное. Да, мы будем по-другому немножко чередовать вот это присоединение ряда, для того, чтобы образовалась вот такая гармошка красивая. Все, и самостоятельно, пожалуйста, провяжите до маркеров. 24 ряд, повторяю, вы присоединяете на вот этой части, на левой. Подходим к концу 24 ряда пуковины. Присоединяем в 24 верхнюю горизонтальную левой детали. И вот мы уже подошли к зоне, где у нас будет формироваться донышко. Это полукруг. Здесь у нас в полукруге лежит 21 столбик. Здесь мы будем сейчас вывязывать стенку донышка таким образом, что мы просто каждый ряд будем прикреплять, да? Петель подъема на следующий ряд мы делать не будем. То есть вот сейчас мы поднимемся с вами на первый ряд полукруга, вот сюда, в обозначенную.
раз. И начнем вязать 24 столбика. Здесь пока что, как и обычно, мы пропускаем 2 петли. Раз, два. В третью начинаем вязать 24 столбика без накида. Это у нас уже идет первый ряд в донышке. Соединение полукруга у нас идет. Вяжем так 24 столбика. Двадцать три, 24. И присоединяемся к первому столбику в полукруге, да, там, где у нас маркер. Присоединились. И сейчас мы, если бы мы вязали боковину, да, мы бы прошли в следующую петлю, да, для подъема на следующий ряд и начали вязать второй ряд. Здесь в вот этой дуге, когда мы ее соединяем, вот эти две части, мы не будем делать петель вот этих подъема. То есть мы присоединили ряд, который провязали, и тут же переворачиваем. И уже во вторую петлю, вот первая, вот вторая, во вторую петлю от крючка начинаем вязать ряд столбиков. Вяжем второй ряд. Двадцать три, 24. И присоединяем ряд в следующую верхнюю горизонтальную, во вторую, да, вторая верхняя горизонтальная полукруга, вот сюда. Присоединили ряд и сразу же начинаем вязать следующий ряд. Пропускаем одну петлю, этой петлей мы присоединили ряд, и во вторую петлю провязываем следующий ряд, третий. 24 столбика без накида. Вяжем до конца ряда. И так мы вяжем до следующего маркера, присоединяя каждый ряд и не делая петли в следующую петлю полукруга. Да, то есть мы не делаем петель подъема. Благодаря этому мы добьемся такого плавного закругления донышка и присоединяем ряд вот сюда, следующую верхнюю горизонтальную. Сразу же переворачиваем и во вторую петлю от крючка провязываем следующий ряд. И так вяжем до следующих маркеров, пока не дойдем. Вот до сюда. Так, вот сейчас еще раз покажу. Провязали ряд, присоединили ряд вот сюда. И во вторую петлю от крючка провязываем следующий ряд. Так, я подошла уже к предпоследнему ряду донышка. Это 40-й ряд. Прикрепляю 40-й ряд в петлю, в которой стоит маркер, да, это конец полукруга. Прикрепила. И дальше провязываю 41 ряд, присоединяю в последнюю точку полукруга и потом уже буду делать петлю подъема, да, то есть переходить в следующую верхнюю горизонтальную, в первую из 24, которая у нас отведена на боковину. Поэтому давайте сейчас вот провяжем 41 ряд.
Так, 23, 24. Присоединяю 41 ряд к последнему, в последнюю петлю полукруга. Все, с частью донышка мы закончили. И сейчас делаем соединительную в следующую петлю. Это первая петля из 24, которая у нас наверху для боковины. Делаем петлю как бы подъема, переворачиваемся и начинаем, как вот мы и вязали в начале. 2 пропускаем, в третью заводим крючок и провязываем 24 столбика до конца. Двадцать 24. Так, присоединились к первой петле из 24. Все, присоединили первый ряд, да, и провязали его. И здесь на этом этапе вы можете отметить вот этот первый ряд, просто заведите крючок под столбик этого ряда и поставьте здесь маркер. Это будет первый ряд из 24. То есть дальше вы просто продолжаете вязать, как мы вязали в самом начале. То есть присоединяем ряд и затем шагаем в следующую петлю для подъема на следующий ряд. Вот так. 2 петли отступаем, в третью провязываем столбик. Вяжем второй ряд. И так всего у нас должно получиться 24 ряда. Вот первый, второй и еще 22. Встречаемся на предпоследнем ряду. Провяжите, пожалуйста, это самостоятельно. Так, я подхожу к концу 23 ряда. Остается уже совсем чуть-чуть. Так, вот остается раз, два, да? 2 петли. Мы присоединяем ряд и поднимаемся на последний 24 ряд. Вот так. Раз, два, в третью. Вяжем ряд столбиков без накида. Последний столбик и присоединяемся в последнюю верхнюю горизонтальную. Вот оно. Так, все. Снимаю все маркеры. Так, и вот что получается. Можно еще сделать обвязку по верхнему краю полустолбиками без накида. Но я не буду этого делать. Если хотите, можете по желанию, конечно же, обвязать. Либо же добавить ряд какой-нибудь обвязки, такой ажурный, да. Тут уже все по вашему желанию. Можете оформить верхний край как захочется. Я сразу сейчас начну отсюда, вот с этой точки, вывязывать ручку. Петлю оставляю на крючке, которая у нас была от присоединения последнего ряда. И захожу в раскол предпоследнего столбика в нашей основной детали, в удлиненном полуовале. Вот самая верхняя и вот предпоследняя. Сюда завожу крючок в раскол и достаю рабочую нить, вытягиваю. Дальше прохожу в самые крайние петли, захватываю нить и протягиваю сквозь 2 петли на крючке. Дальше делаю воздушную,
опускаюсь вот сюда, в эти стенки двух провязанных последних петель, забираю ниточку и провязываю 2 петли на крючке вместе. Воздушная петля, возвращаюсь в эти 2 провязанные в передние стеночки, 2 провязываю вместе, воздушная, сюда, 2 вместе, воздушная, 2 вместе. И так вяжем на необходимую высоту. Постепенно примеряйте ручку к такой же точке противоположной, да, откуда у нас начинается ручка. Вот сюда вот будете примерять и остановитесь на том моменте, когда уже дойдете до нужной высоты ручки. И подхожу к концу, провязываю последние 2 петли и останавливаюсь. Я связала необходимую мне длину шнурка, это примерно 48 сантиметров в нерастянутом виде. Учитывайте, что этот шнурок достаточно эластичный, поэтому не стоит набирать слишком длинную ленту, потому что при носке ремешок будет растягиваться. И присоединяем второй край ручки к сумке. Здесь находим также предпоследний столбик, вот он. Заводим крючок, петлю от ручки накидываем на крючок и выводим на лицевую сторону. Вот так. Дальше здесь пройдем еще в какую-нибудь верхнюю петлю. И здесь, ну, вот, например, вот так. Тут тоже на самом деле не очень важно, куда пройдете. Провязали все вместе. И дальше будем вязать соединительными столбиками за крайние перемычки. Сюда, сюда будем вводить крючок, сюда и так далее. Это мы делаем для того, чтобы немного укрепить ручку и придать краю такой завершенный вид. Все, обвязываем до конца и подходим к концу обвязки. Я здесь обрежу нить, оставляю кончик подлиннее и пройдусь вот под основание в какую-нибудь любую точку, неважно на самом деле, и провяжу столбик последний. Хорошенько вот так вот затяну и выведу на изнаночную сторону. И здесь хорошо спрячу, далеко уведу между столбиками. И вместе начнем вязать вторую ручку. Здесь я сразу ввожу крючок во второй столбик, да, в предпоследний столбик нашей центральной части. Вот здесь хорошо видно направление столбиков, и мы понимаем, что вот эти столбики, они относятся к центральной части. Вот первый, вот второй. Сюда завожу крючок в раскол. И захватываю рабочую нить. Так, вытягиваем. Здесь же цепляю какую-нибудь верхнюю петельку, которая у меня по пути, и провязываю эти 2 петли вместе. Подтягиваем кончик, придерживаем его, чтобы не расползался столбик. Дальше делаю воздушную и возвращаюсь в стеночку столбика и под вот эту петлю захватываю рабочую нить и провязываю
2 петли на крючке вместе. И аналогично, как мы вязали предыдущую ручку, провязываем воздушную под 2, достаем рабочую нить, провязали 2, воздушная под 2, достаем рабочую нить, 2 на крючке вместе. И вяжем на необходимую высоту. Высота должна быть такая же, как и в предыдущей ручке. Вы можете либо считать количество рядов, либо же измерять длину вот этой вязаной ручки. И присоединяем точно так же, как и в предыдущей ручке. Потом делаем обвязку, возвращаемся к началу и одним соединительным столбиком проходим куда-нибудь в стенку сумки и прячем все кончики. И вот такая красота у меня получилась. Я очень надеюсь, что и у вас тоже все получилось, и вы довольны результатом. Желаю вам бесконечного вдохновения и пока-пока!